Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за добрые слова, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, расклад общий, девочки, не забываем. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Забытая тема, попросили девочки в личке. Бумеранг. Бумеранг недоброжелателям. Кому и какой прилетит? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы, какая девочка пришла на расклад? Муза, яркая, птичка, энергетически наполненная женщина, праздник, мечта. Для многих архетип, знаете, любовницы. Вот ухоженная, веселая, наполненная, еще раз повторюсь. Женщина, которая изначально привлекает внимание, не обязательно даже мужчин, в принципе, на нее обращают внимание и женщины, может быть, там даже подсматривают какие-то нюансики там, в ее поведении, в ее проявлении, в вашем, соответственно, проявлении. Опять-таки, может быть, элементы гардероба, как вы компонуете, или, ну, не знаю, выстраиваете там коммуникации. В общем, с вас берут пример в чем-то, да, могут обращать внимание, брать пример. Опять-таки, мужчины обращают внимание, сексуально привлекательно. Но и в дальнейшем вы можете этот фокус внимания на себе удерживать. То есть это женщина не пустышка, да, то есть есть о чем поговорить с вами, поддержать разговор вы сумеете. Почти с каждым, скажем так, найдете тему для разговора. Моральные качества ваши, то есть открытые ладони, это история о том, что вы предпочитаете вести дела все свои открыто, без лишних манипуляций, многоходовочек, каких-то там сплетен. Вы поняли, да? Вот такой типаж. Девушка, в принципе, хотела бы себя окружать и такими же людьми, но, к сожалению, тут рядом карта хамелеон, карта дальше идет токсичность, какие-то вот, тут вышли у меня павлины. Тут уже как будто бы вы говорите, меня столкнула судьба не один раз уже с какими-то проявлениями, ну, людскими, да, тут токсично, ядовито, то есть люди могут пытаться самоутверждаться за ваш счет, так как тут павлины, знаете. Человеку очень важно рассказать, показать свои какие-то, рассказать о своих каких-то, как это вам сказать, что у него там, может быть, достижения какие-то в жизни. Или ему бы очень хотелось, дабы минимум даже какой-то он там приобрел. Но ему очень бы хотелось, чтобы все об этом знали. Опять-таки, какие-то позитивные качества, как у каждого из нас, если есть у этого человека, вот ему хотелось бы, чтобы превозносили его, акцент на нем делали. Тут вот, ну, тут где-то за счет того, чтобы не просто себя тут показать, какой он павлин, да, а тут идет такое, как отчасти обесценивание, может, вас, ваших каких-то достоинств, ваших каких-то достижений. Вот такие люди. Очень часто в этом сочетании у меня проигрываются мужчины, которые стараются, ну, скажем так, себя на пьедестал поставить и неизбежно свою партнершу как бы отодвигают в сторону, да, дабы она на их фоне, ну, тут не была такой яркой райской птичкой, да. Ну, вот как-то так. Так, мужчина. В чем это вообще история? У многих это история, которую вы не хотите рассказывать и не хотите, чтобы, ну, кто-то даже догадывался. Как будто бы максимум хотите скрыть. Это карта замок и тут карта кольцо. Потому как у кого-то это прям, ну, близкий человек. Это может быть
человек, с которым вы были в браке, в союзе или мечтали с ним создать вот ту самую семью. То есть его очень близко к себе подпустили. Так, это вы уже. А для вас это очень болезненная история. Для вас, видите, карта болезни, хамелеон. Вы вроде бы старались и к нему приспособиться, и не потерять, может быть, его. Но в то же время, по факту, может быть, частично даже потеряли себя. Ну, если влюбились, да, то боялись лишний раз там, может быть, даже сказать нет или поставить на место человека. Когда, понимаете, тут как будто ваши личные уже границы человек мог нарушать изначально. Выбор этого партнера как будто был чреват тем, что вы могли потерять себя, сделать больно самой себе. Ну, где-то предать саму себя даже у кого-то. Тут карта очищения, как будто бы вы уже многое для себя осознали и предприняли какие-то уже шаги. Идет очищение, идет выздоровление, может быть, от каких-то этих болезненных паттернов поведения, может быть, какие-то родительские программы, где мама, бабушка, там, опять-таки, как боготворила, многое прощала мужчине, да, могло все как-то вот передаться по этой линии. У кого-то так, а у кого-то это элементарно ваше желание быть, жить в мире, в согласии, в любви с мужчиной, с каким-то, но тут вы не учли то, что этому мужчине нельзя, да, давать, знаете, как вот дашь мизинчик укусить, откусит всю руку. Вот тут вот так вот. Если вы там на что-то закрывали глаза, то оно могло как снежный ком, извините, вот в дальнейшем идет, и человек не понимает, где и когда ему нужно остановиться. Вот. Эгоистичный, скорее всего. Где-то с вашей подачи тоже. Может быть, с кем-то другим, если бы девочка его на место сразу поставила, или рамки границы четче были выстроены, да, вот мужчина по-другому бы себя вел, и в принципе не создавал бы, да, с этой женщиной взаимоотношений. Такие мужчины, ну, скорее всего, выбирают партнерш, да, те, которые будут автоматом, как бы, его, опять-таки, холить, лелеять, и его потребности будут закрываться в союзе в первую очередь. Об этом также отчасти мне говорит вот эта карта, эта история о том, что вы очень добрый человек. Тут карта мораль, ну, это моральных качествах, а тут посланник высших сил. Заботливая мамочка, внимательная. Для вас, опять-таки, на первом месте в большинстве случаев это потребности вашей семьи, деток. О себе чуть-чуть попозже, потом подумаете. Такая ваша сигнификация у меня вышла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, бумеранг вашим недоброжелателям. Так, кому сейчас прилетел или в принципе летит, да? И какой бумеранг? В чем это будет проявляться или уже проявилось? У кого-то по финансам бьет, у кого-то по здоровью, в личной жизни. Ну, в принципе, да, у каждого свое. Давайте посмотрим. Наверное, основные ваши недоброжелатели. Кому этот бумеранг летит и в виде чего он прилетит? Так, кому этот бумеранг летит? Что это за человек? Кому и в виде чего он будет прилетел. Так, смотрим. Смотрим, девочки, да? А кому бумеранг? Ух ты, дьяволу. Интересно. Ух ты, как красиво. Он, как Москва слезам не верит, да, фильм? Он же Ога, он же Гоша, он же дьявол, он же оборотень в овечьей шкуре. Интересно. Сейчас будем уточнять, вообще-то это может быть мужчина, женщина. Человек из прошлого. Карта память, печальная память у вас. То ли об этом человеке. Сейчас змея, зритель, ревность. Интересно. Но это, в принципе, ревность может испытывать, там, допустим, ваша какая-то подруга даже, бывшая, да, может быть, если это оборотень. Это не настоящая подруга. Это может быть, ну, мужчина ваш, да, бывший, допустим, не обязательно бывший. Так, это мужчина или женщина?
Это солнышко, это эгоистичный ребенок. Ангел и демон. Третьи лица. Ну, очень похоже мне на мужчину, я вам честно скажу. Ну, давайте я уточню еще. Дабы. Это мужчина или женщина? Человек, которому сейчас прилетел бумеранг. Это мужчина или женщина в вашей жизни? Это женщина, кстати, императрица. Эта женщина может быть замужем, детки могут быть у нее. Может занимать какой-то пост, должность. Ну, не обязательно прям начальница, но в принципе, да. Сочетание такое. Себя то она позиционирует как императрица, ей бы хотелось вот такой статус иметь, да, но тут карта дьявол, это человек, у которого, и рядом карта змея под низом, тут такие карты. Ну, скажем так, вот у нее как раз в ходу все многоходовочки, теневые игры, сплетни. Может быть, даже человек сознательно пытается, там, если ей кто-то не угоден и хотелось бы этого человека скомпрометировать, она могла там и натравливать, и опять-таки вот эти вот какие-то там, опять я говорю, какие-то склоки, это все сюда. Но тут она очень часто проигрывается как серый кардинал, так как, видите, в волковичьей шкуре. То есть для нее все-таки очень важно себя позиционировать такой белой пушистой где-то, но с элементами могу быть стервозой, да, хотя на самом деле тут дьявол во плоти. Ну, в принципе, вот эти ее попытки себя закамуфлировать под, опять-таки, белую овечку, тут по карте, да, овечка под низом оскал волка. Это все для чего? Для того, чтобы, может, лучше в какой-то в коллектив влиться, где-то приблизиться к нужным людям. Опять-таки, тут вот может отстаивать, кстати, свои какие-то вот убеждения, показывать, что я вот такая, там, где-то идейная, где-то вот эти убеждения мне там тяжело дались, там, это не на пустом месте, там. Но на самом деле, тут вот что-то. Тут змея, это, конечно, и тут дьявол, девочки. С одной стороны, это привлекательность сексуальная. Может использовать прям секс для достижения собственных каких-то целей поставленных. Ну, там, с мужчинами. Сами понимаете, да, эти нюансы. У кого-то... Тут карта печаль, память. Вот тут вот, если, знаете, убеждение, печаль, память, то, скорее всего, это в прошлом у нее там, ну, какие-то убеждения, она пыталась их отстаивать, но такое ощущение, знаете, как люди говорят, не я такая, а жизнь такая, да, не я такая, а жизнь вокруг меня такая. И я, типа, меняюсь. Вот, может быть, вот трансформация тех самых убеждений, тут отказ от них происходит. Потому как тут печаль, память, это, скорее всего, в том социуме, в котором она сейчас, осознанно или неосознанно она выбрала это окружение, то как будто бы по каким-то правилам совсем нечеловеческим, да, скажем так, негуманным ей приходится жить, выживать тут. Ну, она тут вовсю, я думаю, распихивает своими локтями и схемы может употреблять такие по дьяволу, знаете, тут людей чуть ли не подставлять, а как очернять, вот это все сюда, девочки. При этом, так, целитель, о чем это? Опять дьявол выходит. Не пойму. Если в браке, в союзе, там присутствует ревность, может быть, ради ребенка семья какое-то время держалась вместе. Ну, тяжелая ноша, тут даже ради ребенка тяжело. А у кого-то, если она замужем и материально зависит от этого мужа, да, соответственно, ну, у кого-то проиграется, то по дьяволу она тут какие-то опять-таки хитромудрые может плести
схемы. Тут выгода. Тут человек будет, знаете, находить оправдание своему нахождению в этом союзе, в браке, из-за ребенка, из-за там, ну не знаю, разные у кого какие-то могут быть оправдания. Но по факту карта дьявол. Это все выгода. Тут не хотелось бы ей нуждаться, не хотелось бы материально. С одной стороны, она в чем-то зависит от него, с другой стороны, она четко понимает, что она не готова вернуться, может быть, к той жизни, которая была до союза с этим человеком. Тут какая-то двойная идет игра. Так, эгоистично по карте Солнца, ангел и демон. Может иногда совершать какие-то, опять-таки, поступки, которые выбиваются из, ну, тут это какое-то ее, тут у нее убеждение, да, то есть у нее своя логика есть, и уже ее в одном амплуа воспринимают. А амплуа у нее тут такое стервозное, по дьяволу хитрая, коварная. Не глупая. Я не буду говорить, что она тут глупая. Нет, она не глупая. Просто тут как будто бы комок каких-то противоречий. И человек внутри очень несчастлив. А на самом деле старается транслировать всему миру, что вот я правильно живу, вот так вот нужно жить. Вот так вот. А по-другому никак. Ну, тут периодически может выдавать какие-то поступки такие, которые даже могут озадачивать. Ну, в том плане от нее такого не ждешь. Она вроде как можете как человеческое лицо показать. Ну, ангел и демон, девочки. В принципе, мы все можем чудить, да, с одной стороны. Выдавать то, что там не расходится с обликом нашим, да, а потом как-то в противовес, да, что-то такое совершаем. И люди понимают, что они нас не понимают. Так, карта трио. Ну, в браке могут быть, кстати, тут несколько у меня уже карт, говорящих о том, что у нее в личной жизни могут быть проблемы. То есть она может ревновать, она может подозревать, что наличие там еще какой-то женщины, то ли у ее мужа. Она может на стороне пытаться создать какие-то тоже такие отношения, скажем так. Так, вот такая вот женщина у меня. Давайте я вытащу вообще, каким боком она к вам относится. Вот такая вот какая-то тут очень яркая личность, но с каким-то таким шлейфом. И от таких людей как будто нужно держаться подальше, как опасность от нее исходит, в прямом смысле. Уж не знаю, насколько там она по себе вот такая вот. Ну, как будто трудно даже особо предугадать ее следующие какие-то поступки, и они 100% вас не порадуют. Как раненый какой-то зверь, при этом человек, да, скрывает это за каким-то, может быть, амплуа успешности. Как будто человек старается урвать максимум из всего, к чему он причастен. Вот тут по дьяволу мне так оно идет. Так, каким боком вообще она к вам? Кто она для вас, да? Кем она для вас является? Это о чем? Кем она для вас является? Она для вас. Интересно. А вы для нее кем являетесь? Вы для нее. Ну, у кого-то, давайте так, тут может проиграться история с пересечением, тут все-таки кольцо, да, но у кого-то это прям мужчина каким-то образом, может вам нравится один и тот же, или интерес к вам, допустим, проявлять тоже тут вот каким-то таким образом. Ну, то есть тут опять-таки задействован, замешан какой-то мужчина. Это у кого-то одно. У кого-то, девочки, почему-то мне идет такая история, как будто бы вы смотрите на нее какие-то проявления, и вы, может быть, изначально
вам интересна она была, да, а потом вы смотрите, как человек собственными какими-то поступками, может быть, тактикой поведения, проявлениями, может разрушать жизнь. Вот вы смотрите на нее и думаете, а вот так не надо себя вести. Какие бы бонусы она тут не получала, да, как будто бы вы смотрите на это все как со стороны и думаете, а оно того не стоит. Как будто бы вам показали историю этой женщины, в общем, на ее примере вот подсветили, и вы для себя сделали выводы, ну, то, что для нее является приоритетом, ценностью, для вас вообще это, ну, пустое место. Тут это может касаться взаимоотношений в семье, может с детками взаимоотношений. Тут как будто бы у нее может быть как бы трансляция успешного успеха. Там вот я и то там взяла какое-то дело, может бизнес. У меня и то получилось, и то, и то, и то. Но за этим как будто бы вы видите очень много скрытого того, что ну, на публику не выносится карта замок, да. Те же какие-то взаимоотношения в семье, да, могут страдать там, тут у каждого свое разное. Опять-таки с детками могут быть взаимоотношения какие-то такие, где вы понимаете, а я так не хочу, для меня более ценно, чтобы мой ребенок со мной там общался, доверял мне там, ну или какие-то выстроить принципы, какие-то взаимоотношения гармоничные, доверительные. Вот тут вот как будто бы вы смотрите вот на ее историю, на ее проявление, может даже в отношении вас вы смотрите, и вы говорите, нет, спасибо за то, что меня свели с этим человеком, я чему-то, может быть, конечно же, наверное, как у любого человека, можно поучиться, но то, каким это все достается, какой ценой это все, меня вообще это не устраивает. И спасибо, что мне это показали. Так как тут карта карма, и ее карта лиса. Ну, она довольно-таки хитрая, может быть даже отчасти, да, большая половина ее успеха из-за этой какой-то, может быть, отчасти женской хитрости. Но тут у нее по этим картам, тут не просто хитрость, тут коварство, тут приспособленчество в самом плохом смысле таком, знаете, где тут пойдет человек по трупам. И вы говорите, карта очищения, спасибо, мне так не надо, спасибо, я хочу подальше от таких людей держаться. Тут как будто бы ее методы, ее способы тут не жить, выживать как-то, вам абсолютно это не подходит. У каждого своя судьба, то, что я говорила, вы только вы творец своего счастья, и вы выбираете, по каким, ну, скажем так, правилам вы будете строить свою жизнь, свое счастье. Вот тут вот так вот. В отношении вас, вот тут почему-то мне показано, она могла хитрить, она могла камуфлировать свое там действительно лицо, свои проявления за маской там добродетели, за маской поддержки. Тут совсем другие человеком план. Опять-таки, а вы для нее отчасти вызов ее какому-то эгоизму, вызов, знаете еще чему? У нее видение, что она может там, может быть, эту материально свою какую-то устойчивую жизнь выстраивать таким образом, она на вас смотрит, и вы показываете, а можно быть материально благополучной, да, по крайней мере, не нуждаться, не бедствовать, но себя вести совершенно по-другому. Вот тут вот так вот, как будто бы вы показываете, не обязательно для этого идти там по головам и использовать все методы и способы. Как будто бы уже какое-то длительное время вот она за вами наблюдает, ей это интересно, и вы для нее как вызов какой-то. Ну, опять-таки, как будто человек, ну, я не говорю, что вы там вообще не используете там какие-то манипуляции, все мы их используем в большей или меньшей степени. Но у вас разный подход к жизни, к взаимоотношениям, опять-таки, приоритеты у вас, ценности в жизни у вас разные. Вот тут вот так вот. При этом внешне она считает вас привлекательной, и может быть у кого-то даже вот эта вот тут ревность с ее стороны, опять повторюсь, какой-то мужчина, который может не в должной мере на нее обращал внимание, или обращает внимание, или не дал там желаемого, а вы могли это легко получить, и она это считала. Она считала, допустим,
вы тут, может, минимум каких-то усилий приложили, и мужчина прям то ли увлекся вами, то ли в принципе с интересом за вами наблюдает. А она тут могла в лепешку разбиваться, использовать всякие разные методы и ну, нулевой интерес, скажем так. Тут ревность с ее стороны, тут с ее стороны желание для себя понять, как так, почему у вас тут, может быть, материально все неплохо. И уже длительное время она там наблюдает, сравнивает ваши жизни, ваши подходы к жизни. Ваш подход может быть, опять-таки, к построению взаимоотношений, не обязательно с мужчинами, в принципе, в социуме, ваши какие-то проявления. Да, и тут как своего рода вот по высшему я, она и вас считает довольно-таки эгоистичной, но ей кажется, как будто бы, ну, где-то соперничество, где-то желание все-таки показать, доказать, что у нее все равно лучше. Там жизнь, результаты какие-то. Вот тут как-то так. Вот такая дамочка. Ну, если вы узнали, смотрим дальше. Собственно, какой бумеранг этой дамочки прилетает за вас. Солнышко. Перекрывают солнышко, да? Угу. Карта. Неравенство. Предупреждение, разбитое сердце, мудрость. Угу. Вот у нее идет мыслительный тут процесс осознания того, что, может быть, не всегда и не во всем она права. Вот как-то так. Ну, это же вас частично касается. Я думаю, она тут со многими как-то себя вела очень некорректно, да, некрасиво. Тут показано вот ее, ну, солнышко, ладно, я не хочу сюда деток приплетать, да, ну, могут быть тут опять-таки родовое дерево. Ну, тут могут быть проблемы, правда, с детками, с взаимоотношениями. При этом она может, как в принципе, да, пытаться давить авторитетом, пытаться где-то, ну, показывать свою власть именно в проявлениях с детьми. А тут вот это дает очень некрасивый, ну, нехороший эффект. Тут будто бы отчуждение именно с детками. Вот тут мне так идет. Неравенство. Может быть, она, понятно, она там имеет власть материальную, поэтому может где-то навязывать, управлять. Ну, не хотелось бы мне, конечно, сюда это все вплетать, но тут такая карта, как будто бы могут быть вот эти связи. Там, если ребеночек уже вырастает, то с удовольствием он тут скорее уйдет из семьи, подальше от нее. Тут отдаление, отчуждение, холод во взаимоотношениях. Из-за ее эгоизма, из-за ее властного характера, тут вот такое вот. Скорее всего, она может из этого страдать, так как она понимает, что где-то она сама приложила к этому руку. Опять-таки, ну, может злоупотреблять алкоголем. Может быть, она злоупотребляет. Сейчас я уточню. Может, кто-то из близких, из семьи, род, семья. Так, вот такое. Из-за неудач, из-за попыток скрыть эти неудачи. Тут карта гроб. Из-за, может быть, ощущения такого, как безысходности даже. Так как тут планомерно эти отношения портились. То есть это не в один момент, а мне не первая, не последняя это ссора. Тут вот так вот мне идет. Так, это алкоголизм ее касается, это она. Карта гроб на гроб. Так, кто-то из близких. Да, она очень хотела бы это скрыть, карта замок. То есть кто-то из ее близких, ну, давайте так, у кого-то, если это уже взрослые, даже детки бывают, да, то, ну, тоже мало кому приятно рассказывать, да, что там ребенок злоупотребляет, может, запрещен какой-то, карта алкоголь. У кого-то это супруг, там, тот, кто очень близок к ней, ну, родовое дерево. И это история, которой мало кто знает, но она всячески это камуфлирует. Так, опять-таки разбитое сердце. А у нее еще в голове, мне кажется, постоянно как предупреждение, как будто бы она отчасти догадывается. Но тут я не буду говорить, что прям бумеранг, откуда и за что.
Но если каким-то боком в ваших взаимоотношениях вот вы, она, присутствует тот самый мужчина, то тут 100% с этим мужчиной тут разбитое сердце. Те надежды, которые она возлагала на какие-то взаимоотношения, выстраивала их, тут радости в них нет. Ну, сами понимаете, карта разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания, планы какие-то в любовной сфере. Так, предупреждение. Предупреждение, как будто бы ей, скорее всего, это уже не первый раз, и может быть ей даже в лицо говорили, если она использует какие-то методы, то эти методы не принесли того желаемого. Вот тут так. Ух ты, если она вас считает ведьмой ведающей, если она считает вас женщиной, которая там увлекается эзотерикой, у кого-то, ну, психология, ну, магией даже. Она, кстати, может думать, вы приложили ручку для того, чтобы у нее тут все пошло не так, как она себе запланировала. А изначально у нее вот в личной жизни, смотрите, карта букет и карта медведь. Тут романтика, влюбленность, желание. Ну, тут акцент такой есть, карта княгиня, карта медведь. Ей, этой женщине, очень важно было, чтобы рядом с ней был мужчина ресурсный, материально вкладывался в отношения, мужчина, от которого можно что-то взять. Именно так. Ей очень важно социум, положение тут, что скажет социум, что там, какие будут одобрения, неодобрения, блистать важно. По карте княгиня транслировать там достаток, статус, вот, и наличие того самого мужчины рядом. Вот тут вот такой акцент, девочки. Ну а дальше показано, как бы время шло, но дело, ну, скажем так, войти в союз с таким мужчиной и что-то руководствует. Я не буду говорить, что тут не было с ее стороны эмоций. Карта букет, скорее всего, но мог мужчина в нее влюбиться, мог мужчина дать ей это ощущение. Ой, это самое единственное, которое смогу дать ему. Тут незабываемые впечатления. Знаете, люблю себя в искусстве, да, вот тут вот из той же серии. Ну, я не буду тут утверждать, что она не испытывала никаких эмоций. Не буду. Тут другое. Тут время как будто бы шло, а дальше вполне возможно, тут карта развилка. Ситуация уже пошла совершенно не так, как она планировала. И она может обвинять вот ведьму ведающую отчасти. Ну, знаете, такое. Как будто бы какое-то влияние. Ну, у кого-то это в принципе, повторюсь, как будто бы все пошло не по ее сценарию, не так, как она планировала, хотела. Так. А вы смотрите, карты выпадают, карта якорей, карта вот эти вот доступность. Тут это на вас изначально падало. Тут 100% она какую-то аналогию с вами проводит. И карта сова, скорее всего, она может даже думать о вас и говорить, а у нее, допустим, вот такого бы не было. Может быть, у вас другие совсем там, вы проходите уроки разочарования в чем-либо. Но она как будто бы вот сравнивает вас, себя и говорит, а у вас как бы тут карта сова и карта сердца. Вы с открытым сердцем, может быть, там вы не прибегали к тем методам, которыми пользуется она. И тут как будто бы у нее идет вот это вот, ну, мыслительный этот, как это, процесс, да, анализ. Она пытается для себя понять, что она сделала не так, почему это вот в том положении оказалась, в котором она сейчас находится, да, вот так вот. При этом для нее важна очень материалка, при этом очень важно остаться рядом с каким-то ресурсным мужчиной, не потерять его поддержку. Тут вот такое. И тут прям от этих карт мне идет, ну, может, я сквозь себя пропускаю, наверное, но тут как будто бы такое ощущение, как горечь от того, что она не смогла нормально выстроить взаимоотношения с... Ну, тут детки, родные детки, вот тут вот как будто бы от нее они подальше. И она приложила к этому тут руку, усилия. Ну, вот так вот у меня, девочки, выходит. Вот такой бумеранг ей прилетел, этой дамочке. Ну, и тут
прям вы к этому как-то, я не буду говорить, что причастны, вы руку приложили. Нет, нет. Ну, мы же, но она может усматривать в этом, вот в своем каком-то нынешнем положении, чуть ли не влияние вас. Или вот какое-то даже нежелание, чтобы вы, может быть, узнали об этом, понятно. Ну, если мы смотрим с позиции вот, за вас бумеранг, то как наказание за ее какие-то, может быть, поступки, которые были направлены в вашу сторону, и вы пострадали, то тут картина маслом. Вам подсказали, вот в чем у нее сейчас проблемы, где у нее сейчас, может, там какой-то трудный период у нее проходит, и с кем это связано в ее жизни, с чем, с какой сферой. Вот, может быть. Тут личная жизнь, тут взаимоотношения с близкими, родными, плюс нежелание потерять у кого-то прям материальную поддержку, статус. Вот для этой женщины очень важно лицо держать. У нее все прекрасно, у нее все под контролем. Вот такой расклад у меня получился, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.